Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео мы научимся настраивать файл разметки программы QC Galiot. У нас сейчас открыт пример отчета по дороге с условным номером 103. Это новая дорога. И вот у нас путь к этой папке с данными и путь к файлу с разметкой. Перейдем в эту папку. И вот мы видим этот файл, Sectors 103. Откроем, посмотрим, как он выглядит. Так, мы видим здесь много строк. Соответственно, мы видим, что у нас сначала перекресток. Причем начало перекрестка в данном случае соответствует началу всего участка, на котором производятся работы. Так же, как и в конце у нас перекресток. И завершается он тоже в конце этого перекрестка, весь участок. Разметка у нас для новых дорог идет на основе номеров отрезков, хатахов. Вот, их можно задавать с точностью до 1/10, если это необходимо. Здесь вот разметка дороги используется для двух целей. Прежде всего, это задание начала и конца участка в работе. Вторая цель – это то, что необходимо для послаблений. То есть это обозначение всяческих особых участков, таких как перекресток, повороты дороги, закругления с разными радиусами и так далее. Все эти статусы мы можем видеть здесь. Посмотрим на них еще попозже внимательнее. И информация об особых участках используется только в режиме с послаблениями. Если мы рассчитываем отчет в режиме без послаблений, то эта информация просто игнорируется. Вот у нас настройка с послаблениями и маколот, в данном случае с послаблениями. И вот мы здесь видим у нас соответствующие комментарии для 100-метровок. Для 100-метровок. И настройки послабления у нас находятся вот здесь вот. Есть отдельный блок, там где у нас настраиваются здесь условия, которые описывают действие этого участка. Далее идет блок, который можно менять на светло-зеленом фоне. То есть вы можете при необходимости это поднастроить. Здесь задается условие, в соответствии с которым вычисляется конкретное измерение, относится к этому участку или нет. Далее идет действие, которое необходимо сделать с этим измерением. Skip означает, что его нужно просто пропустить в режиме послаблений. 0,2 в данном случае это уменьшить требования на 0,2. И последняя колонка — это описание, которое попадает в колонку с описаниями особых характеристик 100-метровок и 10-метровок. Вот это важная колонка. Сейчас вернемся в файл с разметкой. Так, мы видим, что у нас вначале идет перекресток. То есть участок дороги начинается вместе с перекрестком. Указано начало хатаха номер 236, именно его начало. И перекресток действует до начала хатаха с номером 240. То есть это 4 целых хатаха. Один хатах — это 20 метров, поэтому здесь это 80 метров. Далее до середины 277 хатаха, потому что здесь стоит 277,5. До его середины идет обычный участок дороги. А начиная с его середины до начала 285 хатаха идет еще один перекресток. И так далее. До начала 300 хатаха идет обычный участок дороги. И с начала 300 до начала 310 и еще 1/10 от него, то есть еще 2 метров, идет изгиб дороги с радиусом меньше 100 метров. И дальше опять перекресток.
изгиб дороги с радиусом от 100 метров до 300 метров. От начала 350-го хатаха до конца 360-го хатаха. Далее до начала 372-го хатаха обычный участок дороги. До начала 376-го хатаха идет перекресток. И весь участок дороги в работе заканчивается в начале 376-го хатаха. Вот такой вот файл разметки. Теперь, как вам самим создавать файл разметки? В этом вам помогут шаблоны файлов разметки, которые поставляются вместе с релизом. Мы перейдем в папку, в которой содержится распакованный релиз, заходим в нее и видим папку Templates, шаблоны. И в ней для программы QC Голливуд есть папка Sectors. И мы видим здесь два файла: Sectors New и Sectors Old. Для новых дорог и для существующих дорог разные шаблоны файлов разметки. Давайте начнем с шаблона для новой дороги, потому что мы только что на новую дорогу смотрели. Мы видим, что у нас здесь несколько строк. Первые и последние строки обозначают явно начало и конец участка в работе. Это может потребоваться, если наш участок не начинается с особого какого-то отрезка, как в этом примере было, что он начинался с перекрестка и заканчивался перекрестком. И у нас начало перекрестка и конец соответствовали началу всего участка и его концу. Могут быть ситуации, когда нам явно нужно будет их обозначить. И далее строки, которые соответствуют разным вариантам особых отрезков. Перекресток, изгиб с радиусом меньше 100 метров, изгиб с радиусом от 100 до 300 метров. Послабления для этих участков заданы в наших настройках. Вот перекресток и изгибы. Также у нас здесь есть в выпадающем списке вариант Меухат, особенный участок. В текущих технических требованиях Native Israel для новых дорог никаких послаблений не допускается. Они допускаются лишь для существующих дорог. То есть инженер на основе своего экспертного мнения для существующих дорог может обозначить какой-то отрезок таким статусом, и для него предусмотрены послабления. Для новых дорог этого нет, но здесь в шаблоне на всякий случай это оставлено. Если какие-то послабления когда-то появятся, то шаблон не потребуется менять. Вот. Соответственно, вам нужно взять этот файл, сделать копию в свою папку. Ну, я здесь просто скопирую. И дальше работать уже с копией в папке, которая соответствует вашей дороге. Там вы его откроете. Я это сделаю здесь, чтобы быстрее. И вы можете здесь строки менять любым образом, как вам нужно. Вносить значения, например, 10, 20 и так далее. Можете строки удалять, можете строки добавлять. Например, чтобы выше добавить таким образом, чтобы под эту строку. То есть нужно выбрать строку, над которой будет добавлено. Еще раз надо скопировать. И нужное количество строк вы можете таким образом сформировать. Хотя бы одна строка должна быть, чтобы обозначить начало и конец всего участка. Мы задаем только поля, которые на светло-зеленом фоне. Вот эти поля вычисляются автоматически. Их трогать не нужно. Вот есть еще статус активности. Рассмотрим его на существующей дороге. Так, открываем шаблон для существующей дороги. Мы видим примерно то же самое, только здесь по-другому задаются координаты. Там были хатахи,
Здесь координаты x, y и метры. Мы видим также начало, конец участка, перекрестки, изгибы и, как я уже говорил, особый участок дороги. Изгиб возможен только для случая менее 100 метров. Перейдем в программу. Я открыл отчет для существующей дороги. И теперь мы посмотрим на настройки для существующей дороги. Мы видим здесь вот особый участок Меохат, послабление 0,4 для него. И мы видим, что изгиб только для радиуса менее 100 метров. Обратим внимание, что здесь по 2 строчки на каждый вид особенных отрезков. Почему? Потому что когда у нас есть явно координаты конца такого отрезка, то имеет смысл указывать их. У нас таких данных нет, то мы можем задать только в метрах, где заканчивается этот отрезок. И программа сама найдет измерение, которое будет иметь подходящие координаты. Последнее измерение в этом отрезке. То есть вы можете так задавать, что предпочтительнее, если есть эти данные, либо так. Программа тоже отработает нормально. Но начало отрезка особенного всегда должно быть с координатами. Тут без вариантов. Давайте откроем существующий пример. Значит, это у нас как раз без координат пример по дороге с номером 101. Вот мы видим, что у нас координаты заданы, а здесь отсутствуют. Вот таким образом устроен файл разметки для существующих дорог. Точно так же вы его копируете и модифицируете нужным вам образом. Ну и что можно еще отметить, это то, что у вас, я не знаю, ситуации бывают разные, может быть где-то может пригодиться это, то, что у вас может быть несколько файлов разметки. Например, как это сделано в примере по дороге 101, у нас может быть несколько файлов разметки, как здесь в отдельных папках расположены сами эти файлы и все расчеты по ним. Здесь в этих примерах, соответственно, координаты x, y заданы, а здесь не заданы. Координаты x, y конца перекрестка. Вот таким образом вы берете из папки с шаблонами файлов разметки нужный вам шаблон по новой дороге или по существующей и копируете их в свои папки для ваших дорог, открываете эти файлы и модифицируете нужным вам образом. Все просто и удобно. В выпадающем списке мы также видим вариант изгиба радиусом от 100 до 300 метров. В текущих технических требованиях никаких послаблений для существующих дорог с таким изгибом не предусмотрено, но в шаблоне это на всякий случай оставлено. Если вдруг когда-то послабления такие появятся, то шаблон даст такую возможность. Его менять не придется. То есть этот вариант здесь присутствует на всякий случай. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.